То, что нацисты совершали безумные преступления, не секрет, но как с ними расплатились? Я Нокс, и сегодня я расскажу вам несколько историй. Когда невероятно жестокие люди получили достойную награду – смертную казнь. И да, иногда от рук простых людей. А что с ними делали? Лучше досмотрите до конца. И начну с показательных казней, которые устраивали, чтобы взбодрить народ и показать, что все понесут свое наказание. В декабре 1943 года Харьков стал ареной для первого такого судебного процесса над немецкими военными преступниками. На скамье подсудимых оказались трое немцев. Капитан Вильгельм Ландхельд, унтерштурмфюрер СС Ганс Риц и старший ефрейтор секретной полиции Рейнгард Рицлав. Рядом с ними сидел и коллаборационист Михаил Буланов, который был водителем Газенвагена. Да, это газовая камера на колесах. Они несколько лет убивали сотни людей, не боясь ничего. Но даже Газенваген был лишь вершиной айсберга. Ландхельду и Рицу вменяли расстрелы тысяч людей за время оккупации. Представляете? Наказание было быстрым и жестоким. 19 декабря приговоренные были казнены на Базарной площади. На этом страшном зрелище собралось около 40 тысяч человек. Очевидцы вспоминают, как толпа внезапно замерла в тишине, а затем взорвалась шумом, напоминая густой лес во время грозы. Именно в тот момент на площадь прибыли машины с осужденными. Возникло движение, и голос одной женщины, полный гнева и страсти, разрезал воздух криком: «Вот они! Ох, немецкие мерзотники!» Толпа ликовала, когда преступники качались в петле. Лишь немногие не смогли смотреть на это зрелище, покинув площадь. Думаете жестоко, но вы даже представить не можете, что пережили люди, пережившие оккупацию, и что потом делали со своими мучителями. Похожая общественная казнь произошла и в Киеве. 17 января 1946 года там начался судебный процесс, который вскоре получил название «Киевский Нюрнберг». 12 немецких военных, включая группенфюрера СС Пауля Шейера, ответственного за массовые расстрелы евреев и просто местных, были приговорены к смертной казни. На эшафот пошел и бывший военный комендант Киева Карл Буркхарт, который славился своей жестокостью и изнасилованием местных девушек, которых после его визитов просто расстреливали. Почему и что он с ними делал, остается только гадать. Все эти звери встретили свою смерть на виселицах. Интересно, что казнь привлекла огромное количество зрителей – около 200 тысяч человек. Но события того дня разворачивались не без происшествий. Во время казни у подполковника Георга Трукенброда оборвалась веревка. Однако это не помешало провести казнь до конца. Машину подогнали еще раз и веревку заменили, обеспечив тем самым исполнение приговора. Советская газета «Правда» сообщала, что многочисленные трудящиеся, собравшиеся на Крещатике в центре Киева, встретили казнь всеобщим одобрением. Было замечено, что ветераны войны, передвигающиеся на костылях, подходили к повешенным и били их уже безжизненные тела. А местные мальчишки даже качались на ногах трупов, словно на качелях. Это был всеобщий праздник. Жестко, да? Такие публичные казни длились до 1946 года, когда 3 февраля в Риге состоялась последняя. 7 высокопоставленных карателей, включая Фридриха Еккельна, главного начальника СС, и полиции рейхскомиссариата Остланд, отправили на виселицу. Исполнение приговора прошло в парке Узварас. Те, кто пришел посмотреть на казнь, промокли под дождем, ожидая осужденных, которых привезли с опозданием на 4 часа, но планы оставить тела повешенных на показ на 3 дня были нарушены. Ситуация вышла из-под контроля, когда толпа сдернула штаны с тела Еккельна и начала его фактически рвать на куски. Власти решили убрать тела раньше, чтобы предотвратить дальнейшие акты осквернения. Откуда такая жестокость? Еккельн лично принимал участие в массовых расстрелах. Он загонял туда и детей, особенно мальчиков, чтобы из них не росло поколение предателей немецкого режима. Так что жителей Риги я могу понять. Да и вообще, эта череда казней была не просто мрачным актом возмездия, но и попыткой властей напомнить жителям СССР о виновниках их бедствий в период послевоенного восстановления и голода. Они стремились утолить возможные протестные настроения, показывая жесткость в отношении преступников. Как считаете, справедливо?
Но не всегда приговоры выносились официальными лицами, иногда народ и сам разбирался с преступниками. Вы даже не представляете, с какой яростью и ненавистью. Например, в докладе военного подразделения за 1942 год говорится о разведчике Тихонове из разведывательного взвода, который долго не мог привести врага живым. Его каждый раз отправляли на задание с целью взять языка. Но он возвращался с пустыми, но окровавленными руками. Почему? Узнав о зверствах фашистов в его родной деревне и о жестоком изнасиловании сестер перед смертью, Тихонов бил взятых в плен кулаками насмерть. И да, его никто не пытался остановить, лишь спустя год перевели на другую должность. В другом случае местные жители села Шпаковцы Новомышского района Ярославской области, которые работали на строительстве военного аэродрома, узнали в одном из крестьян бывшего охранника лагеря Колдычева. Что там творилось? В этом лагере было уничтожено 22 тысячи советских граждан. Представляете? Крестьяне схватили палача и доложили проходящему мимо лейтенанту. Тот приказал привязать охранника к хвосту лошади, которую затем запустили в галоп, и тело палача было разметано по территории всего аэродрома. Также были документально зафиксированы случаи, когда власовцев, пытавшихся сбежать от расстрела после выдачи союзниками, давили танками. Или вот еще один случай, когда танковый взвод под покровом ночи без особых усилий захватил деревню, где гарнизон сдался практически без боя. Военные решили поместить пленных в сарай для дальнейшего решения об их судьбе. Однако при открытии ворот сарая танкисты обнаружили шокирующую картину. На одной из перекладин висели дети, расположенные по росту от высоких к низким, а напротив них на другой перекладине в аналогичном порядке висели домашние животные – кошки и собаки. Вид этой жуткой сцены потряс присутствующих офицеров. Один из механиков-водителей, возмущенный увиденным, завел танк и въехал в толпу пленных нацистов, раздавив несколько человек гусеницами. После захоронения детей и животных в общей могиле оставшихся пленных заставили убрать раздавленные тела в сарай. Но это было только начало мести. Танкисты загнали туда всех выживших гитлеровцев и расстреляли сарай из танковых пушек, разнеся все в щепки. Воздух пах порохом и паленым мясом. Жуть. Подобные жестокие методы казни были распространены среди партизан. Часто пленных гитлеровцев просто расстреливали на месте. В зимнее время иногда пленного немца раздевали до гола, замораживали и отрезали гениталии. Дальше клали получившуюся скульптуру на видном месте у дороги с табличкой с оскорбительным содержанием, чтобы показать нацистам, что их ждет в итоге. Но это были еще не все варианты расправы. Часто палачей топили в болотах, что было эффективным способом казни, не требующим боеприпасов, которые были и так в дефиците. Еще один вид казни, возникший в ответ на действия нацистов, заставлял немцев бегать по минному полю, пока все не погибли. Это они подсмотрели у самих же нацистов, которые отправляли мирных жителей на разминирование дорог, где многие погибали от взрывов. Война порождала бесчисленные случаи жестокости, и документальные свидетельства подтверждают действия так называемых «диких партизан», которые действовали самостоятельно, игнорируя военные правила и мстя за своих убитых соотечественников чрезвычайно жестокими методами. Но не только в советской армии использовали такие методы борьбы. В американской зоне оккупации после войны действовали так называемые «эскадроны смерти» под командованием майора Мирея Беранса, мотивированные желанием отомстить за уничтоженных евреев. Что они делали? Эти подразделения действовали очень изощренно, они применяли различные жестокие методы для убийства нацистов, включая выбрасывание из окон, утопление и подрыв гранатами. Было несколько задокументированных случаев, когда нацистских палачей, непосредственно участвующих в расстрелах женщин и детей, просто разрывали. Их привязывали между военной техникой, а потом, двигаясь в противоположные стороны, растягивали тела, постепенно разрывая и заставляя мучиться. Быстро умереть им не позволяли. Действия этих американских группировок остаются предметом исследований, и, по мнению некоторых американских историков, число жертв эскадронов смерти могло достигать нескольких тысяч человек. Представляете уровень? Похожие организованные эскадроны смерти были в СССР.
Партизаны под командованием Алексея Федорова отличались особой жестокостью. Они били полицейских до крови, резали их ножами, поджигали волосы, привязывали за ноги и волокли по лесу на аркане, обливали горячим чаем и просто кипятком, не давая ранам зажить. Федоров иногда мог позволить партизану ударить полицейского, высморкаться ему в лицо, а затем расстрелять. В дневнике командира Григория Болицкого описывается, как партизаны расправлялись со шпионами, пойманными в штабе соединения. Одного шпиона, приведенного рано утром, партизаны палками избили до смерти, затолкали дубинки через задний проход, а потом облили кипятком. В поселке Глушовка Курской области был захвачен отряд полицаев. Чтобы не тащить с собой всех, командир группы партизан объявил, что в лагерь пойдет только половина, и полицаи должны сами решить, кто останется. Запертые в сарае, они стали забивать друг друга до смерти поленьями. Выживших расстреляли. Часто пленных закалывали штыками, что характерно как для диких партизан, так и для регулярных. За такие действия никто не наказывался. Но ладно, так разбирались с рядовыми нацистами. А как казнили верхушку Третьего рейха? В октябре 1946 года Иоахим фон Риббентроп, министр иностранных дел Германии с 1938 по 1945 год и обергруппенфюрер СС, был признан виновным по всем обвинениям: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. В результате ему была вынесена смертная казнь через повешение. Исполнение приговора состоялось в ночь на 16 октября 1946 года в спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы, где поочередно повесили 10 приговоренных. Риббентроп стал первым. В своем последнем слове перед судом Риббентроп утверждал, что внешняя политика Германии, которой он руководил, была направлена не на установление мирового господства, а на корректировку последствий Версальского договора и обеспечение продовольствием немецкого народа. Он выразил сожаление лишь о том, что его планы оказались неудачными, чувствуя себя виноватым перед своим народом, но не перед судом. Риббентроп выглядел бледным и шатким, с полузакрытыми глазами. Казалось, он находился в состоянии прострации. Его руки были зафиксированы за спиной, и перед входом на эшафот ему велели громко назвать свое имя. Находясь на крышке люка и понимая, что его последние минуты истекают, Риббентроп произнес свои последние слова: «Боже, защити Германию! Мое последнее желание заключается в том, чтобы Германия была единой, чтобы было достигнуто взаимопонимание между Западом и Востоком». Так закончилась жизнь человека, который играл ключевую роль в дипломатии нацистской Германии, который ставил ультиматумы странам и целым народам. Но поверьте, это не самый безумный человек из немецкой верхушки. Слышали про идеолога Третьего рейха? Юлиус Штрейхер мог прогуливаться по Нюрнбергу, вооружившись тяжелым хлыстом, чтобы наказывать тех, кто попадался ему не по душе. Иногда Штрейхер внезапно появлялся в нюрнбергской тюрьме, где начинал пытать заключенных, получая удовольствие от процесса, особенно когда его жертвы были абсолютно беззащитны. Истории его зверств были известны по всей Франконии. Он калечил и насиловал, упивался своей властью. Но его скандальное поведение не ограничивалось лишь жестокостью. Штрейхер также известен своей страстью к порнографии, нескончаемым чередом любовниц, а также привычкой вымогать деньги у их супругов. Он нажил состояние, спекулируя имуществом, отобранным у евреев. На Нюрнбергском процессе Штрейхера обвиняли не столько за конкретные действия, сколько за пропаганду. Его считали одной из ключевых фигур, подстрекавших к насилию против евреев и укрепляющих власть нацистов в Германии. В итоге его признали виновным в преступлениях против человечности, и он стал, по сути, духовным наставником тех, кто совершал ужасы в концентрационном лагере Треблинке. 16 октября 1946 года Штрейхер был казнен путем повешения. Ну и я просто обязан рассказать про суд и смерть одного из самых важных людей фашистской Германии. В октябре 1946 года атмосфера в Нюрнберге была напряженной и полной ожидания.
На подходе к зданию трибунала, где судили наиболее известных фигур нацистской Германии, генералы и министры Третьего рейха уступали дорогу высокому мужчине с улыбкой на лице. Этим человеком был Герман Геринг, рейхсмаршал Люфтваффе, и один из наиболее значительных лидеров Германии, которого удалось взять живым. Геринг в молодости был настоящим героем Первой мировой войны. Еще в 21 год он уже был опытным летчиком, отметившимся 22 победами в воздушных боях. Встреча с Адольфом Гитлером произошла случайно в одном из мюнхенских ресторанов, где будущий фюрер выступал с речью о возрождении Германии. Геринг присоединился к нацистской партии, вложив в нее семейные средства, что оказалось решающим шагом для его дальнейшей карьеры. В 1933 году, когда Гитлер официально взял власть в свои руки, Геринг уже стоял у его стороны как верный сподвижник. Он занимался организацией первых концлагерей, созданием гестапо и разработкой механизмов политического террора. Одним из его наиболее значительных достижений стало создание Люфтваффе, мощной воздушной силы, которая играла ключевую роль во Второй мировой войне. Да, этот человек положил начало лагерям смерти и бомбам, которые падали на мирное население. На заседаниях Нюрнбергского трибунала Геринг пытался демонстрировать уверенность и даже шутил, надеясь оправдаться и выжить. Однако его надежды рухнули, когда он был приговорен к смерти через повешение, без права на помилование. Чтобы избежать позорной кончины, Геринг выбрал смерть от яда, который умудрился сохранить, несмотря на круглосуточное наблюдение. Он так и замер с усмешкой на лице и одним закрытым глазом, подмигивая тем, кто не смог его убить. Понятно, что сейчас мы все за гуманность и за соблюдение законов, но когда умирали миллионы мирных людей, трудно сохранить в себе что-то человеческое. И, кстати, если вы умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании. Будем рады сотрудничать с вами. Спасибо за просмотр.